Всем привет, мы на канале Team Spirit, и сегодня я покажу вам настройки киберспортсмена и почему они именно такие. Уверен, это видео будет полезно всем. Начнем мы с вкладки управления. Это наша основная область, в которой мы будем сегодня работать, которую я буду вам показывать. Самое главное, с чем нам нужно сначала определиться, это настройки прицела. Есть три вида настроек прицела. Это нажатие, удержание и смешанное. Вот они, я вам показываю. Чем они отличаются? Отличаются они тем, что когда вы нажимаете на прицел, фактически, чтобы остаться в прицеле, вам нужно один раз на него нажать, и больше не нужно трогать экран в этой области. Однако, у этого вида есть некоторые минусы. Например, минус заключается в том, что эта настройка уменьшает вашу мобильность и подвижность таким образом, что когда вам нужно быстро выйти из прицела, нужно сделать еще одно нажатие. В целом это опять задержка, миллисекунды, которые в нашей игре решают. Фактически большинство киберспортсменов используют удержание, так как вы выйдете из прицела, как только уберете палец с экрана. Все просто. Я также рекомендую его вам. Однако, тут есть нюансы, о которых я сразу хочу поговорить. Всегда вам нужно изначально разобраться в том, что вы хотите улучшить в вашей игре. Хотите ли вы сфокусироваться на клоус-файтах, на какой-то средней дистанции, и уже исходя из этого настраивать ваш телефон. Я бы рекомендовал вам, если вы хотите увеличить точность своей стрельбы, если вы хотите сделать свой геймплей менее подвижным, но более сфокусированным на ганскилле, вам лучше использовать настройку смешанно, так как фактически, используя настройку смешанно, когда вы нажмете на прицел и отпустите экран, вы увеличите стабильность своего телефона, соответственно, стабильность своего АИМа и качество своей стрельбы. Переходим дальше. Вращение камеры при прицеливании. Эту настройку мы обязательно отключаем. Мы не хотим, чтобы, нажимая на кнопку прицела, вы фактически использовали вашу сенсу. Это неправильно, это нужно отключать обязательно. Переключение быстрого прицела включаем, чтобы мы могли быстро свитчить между большой кратностью, меньшей кратностью и так далее. Регулировка фокусного расстояния. Здесь я считаю, что нужно поставить удержание, так как это очень просто. Вы фактически сможете зажать кнопку, перевести ее на нужное фокусное расстояние, и таким образом это очень ускоряет ваш геймплей, это, так сказать, essentials. Теперь настройки выглядывания. Это по факту наши наклоны, то, чем каждый уважающий себя игрок должен пользоваться. Мы обязательно включаем эту функцию. Также режим удержания есть несколько нюансов. Настройка ваших наклонов зависит от вашего стиля игры, вашей раскладки. В этом видео я буду рассматривать свою раскладку. Она в 5 пальцев, выглядит она вот так вот. Соответственно, 3 пальца слева, 2 справа. И для моей раскладки очень важно использовать наклоны либо удержания, либо смешанно. Почему? Потому что когда я нахожусь в файте или просто, я играю, я хочу использовать свою сенсу, даже когда нажимаю наклон. То есть я не хочу, соответственно, быть неэффективным в каких-то моментах. Фактически, нажимая на наклон и удерживая его, я могу управлять своей сенсой. Вот вы видите, я сейчас вращаю только пальцем. Я не делаю никаких вращений гироскопом, только пальцем. Это очень важно. Идем дальше. Смешанно рекомендуется использовать тем, кто хочет больше стабильности в стрельбе. То есть удержание даст вам большую скорость, это такой более взрывной геймплей, а смешанно же даст вам спокойствие, стабильность и точность. Вращение камеры при наклоне обязательно оставить включенным. Выглянуть и прицелиться рекомендую отключить, смысла нет, проще нажать на прицел. Однако нужно отталкиваться все-таки от вашей раскладки. Где-то это может быть важно. Переходим к продвинутому управлению. И первое, что нас тут встречает, это универсальная метка. Ее мы, конечно же, включаем. Она нам позволяет удобно отмечать лут для своих тиммейтов, машины, какие-то позиции. Это просто очень упрощает наш геймплей. Умная метка. Фактически бесполезная функция, помогает, если у вас там условно плохой АИМ, просто она дает вам возможность, вот этот гандикап в 10 метров, который позволит вам отметить что-то, даже если вы промахнулись. Звуковые эффекты выстрела в голову я бы включил, потому что звуковые эффекты выстрела в голову фактически озвучивают выстрел в голову характерным звуком. Если найдете на монтаже, он будет тут. Почему его нужно включать? Потому что, условно, стреляя во врага, вы можете попасть ему в голову, а затем в тело. А что это значит? То, что вы увидите на своем экране
только белый хит-маркер, который указывает на попадание в тело. Однако фактически вы попали в голову и в тело. Звук же позволит вам понять, что попадание в голову все-таки было. Можно считать ХП противника, зная характеристики вашего оружия, расстояние, примерно посчитать. Прыжок, карабкание. Разделить. По сути, вы не хотите иметь одну кнопку и прыжка, и карабкания, потому что у вас может быть файт возле забора, и если враг находится прямо за забором, и вы нажмете на кнопку прыжка и карабкания, которые объединены, ваш персонаж начнет перелезать через него, если вы не сделаете такой угол, чтобы, собственно, паркур не начался. Однако, если разделить две эти кнопки, вы сможете использовать кнопку, которая не будет триггерить паркур, и, соответственно, вы сможете просто прыгнуть над забором, смотря даже на врага, смотря даже на забор, и с легкостью убить его. Все просто. Объединение, приседание, положение лежа отключить — это абсолютно бесполезная функция для нас, для киберспортсменов, для каких-то людей, более казуальной игры, вполне себе рабочая функция. Функция быстрого броска. Я ее не использую, не вижу в этом никакого смысла. Есть всегда возможность мисклика, отключение этой функции ее устраняет. Веерообразная зона броска. Переключить или бросить. Опять же, вкусовщина. Я держу на переключить, чтобы не было мискликов. Бросок расходников. Я держу эту функцию включенной, советую ее всем киберспортсменам, игрокам, кому угодно. Бывают ситуации, когда вам нужно передать утилу своему тиммейту, подойти скинуть вы ее не можете. Используя эту функцию, вы можете просто кинуть ее на энное количество метров, тем самым выйти из сложной ситуации. Режим прозрачного интерфейса. Это для каких-то контент-мейкеров. Я ее, конечно, не использую. Скольжение на арене я отключаю, это дисбаланс. Мы за фейерплей, поэтому я не использую. Включение первого лица включить. Эта функция супер важна. Приведу пример. Вы файтитесь в доме. И если вы используете режим от третьего лица, бывают у вас моменты, когда вы проходите сквозь дверные проемы. Камера от третьего лица начинает менять свое положение, чтобы не проходить сквозь текстуры. Фактически это вам мешает в файте, где-то это закрывает какой-то обзор. Переходя же от первого лица, вы видите все углы, можете где-то пройти, где-то подпрыгнуть. Опять же, когда в третьем лице вы прыгаете или падаете с какой-то высоты, ваш персонаж, соответственно, переместится в этой оси вашего экрана, фактически закроет вам весь обзор. Если же вы в момент прыжка перейдете в режим первого лица, у вас будет полный обзор, вы будете видеть врага. Динамическое положение оружия от первого лица. Я включаю эту функцию обязательно, потому что, когда ты бежишь в ФПП в первом лице, эта функция убирает твое оружие немного ниже, освобождая, соответственно, экран, поле зрения. Очень удобно. Наш титульный партнер подготовил бонусы для каждого фаната команды. Переходи в телеграм-канал, чтобы узнать все подробности. Далее, третье лицо, числительность РФК, первое лицо. Это значения численные. Если вы используете дробовики, какие-то такие шотящие ганы, лучше вам эти значения делать выше. Соответственно, чем выше значение, тем больше угол обзора, и тем проще шотать с дробовиков. Чем меньше это значение, тем проще попадать с каких-то автоматических винтовок, и ПП не важно. Чувствительность РФК — это зависит очень от вашего джойстика, от того, как вы держите телефон, поэтому каждый должен настроить это под себя. Я не рекомендую ставить 100%, не рекомендую ставить в районе даже 90%. Лучше убирать это чуть поменьше, чтобы у вас была большая точность в вашем мувменте. Внешний вид меток, классический или современный? Современный, опять же, лучше, больше обзора, они прозрачные, эти метки. Удобно, всем советую. Помощь прицеливания. В компетитиве помощь прицеливания не работает, поэтому и смысла юзать нам вообще в целом эту функцию нет. Я рекомендую ее использовать игрокам, которые просто хотят получить удовольствие от игры. Аудиометки основного экрана. Эта функция позволяет вам видеть на экране сферическую, нет, даже круговую область, в которой будут показаны шаги врагов, движения машин. Очень удобно в классическом режиме, если вы просто бегаете паблик, если вы не хотите full фокус, полный tryhard, включаете, просто видите, с какой стороны машина, с какой стороны человек, так более человый вид геймплея. Опять же, в компетитиве это не работает. Автоматически отмечать места попаданий. Эту функцию обязательно нужно включить. Фактически она помогает вам в таких файтах, когда вы попадаете по противнику, и, соответственно, ваша игра автоматически ставит метку на нем. Вам не нужно проговаривать лишнюю информацию. Метка делает это за вас. Напоминание о лечении помогает игроку
автоматически выбрать нужный утил, там, аптечку, бинт, болик, энергетик. В компетитив геймплее эта функция очень мешает, потому что иногда у вас есть какая-то, условно, заготовка, вы знаете, что у вас будет файт, и вам нужна там именно аптека, и вы едете в зону, и вам нужен бинт. Автоматически вот эта функция не дает вам этого сделать, поэтому советую ее отключить, приучивать себя, просто ставить необходимый утил заранее. Постоянно использовать бинты. Эту функцию я оставляю включенной. Это просто quality of life. Нажать один раз на бинты, и они будут юзаться до предела. Автооткрытие дверей включено. Почему бы нет? Игра сама позволяет вам открыть двери. Индикатор преграды прицеливания. Этот индикатор позволяет вам видеть, когда ваше оружие уперто в стену, хотя на самом деле из-за ТПП вы смотрите на врага. Кому-то это может быть полезно. Кто-то может таким образом видеть, что у него ган не будет стрелять как бы во врага. С опытом ты начинаешь сам это больше понимать, и этот индикатор лишь мешает видеть врага фактически. Ускорение проведения по горизонтали. Эта функция ускоряет вашу сенсу при движении пальцем в зависимости от скорости его движения. Почему она у меня включена? Потому что область сенсы на телефонах очень низкая. Ваша рабочая область — это лишь экран вашего телефона, который также ограничен длиной ваших пальцев, там, размером вашего телефона, очень многими факторами. Почему именно включена? Потому что если эту функцию отключить, вам понадобится очень большая сенса, чтобы совершать какие-то очень простые действия. Очень большая сенса ведет к тому, что у вас есть очень большой уровень брака. Есть, конечно, игроки, которые к этому привыкают. Есть, понятное дело, плюсы в отключении ускорения. Любой игрок, который проводит много времени за компьютером, да, он понимает, что функцию ускорения нужно отключать, чтобы у вас была точность в ваших движениях. Вы всегда будете знать механически, какое расстояние нужно провести мышью, чтобы дойти от точки А до точки Б. Однако на мобильном телефоне есть ограничивающий фактор. И я советую эту функцию не выключать, чтобы выполнять больший спектр действий с меньшими усилиями и с меньшим уровнем брака. Автосообщения в матче рекомендую оставить включенными. Лишняя полезная информация, которая будет озвучена. Удерживайте, чтобы открыть карту. Эта функция отключена. Смысла в ней не вижу, проще 2 раза на нее тапнуть. Плюс удобно использовать карту, а не держать палец на карте, чтобы оставить ее включенной. Показать траекторию броска. Полезная функция, которая позволяет вам видеть траекторию броска еще до самого нажатия на гранату. Фактически вы можете заранее примерно представить, как использовать гранату, под каким углом и так далее. Автоэкипировка холодного оружия. Функцию я отключаю, смысла в ней нет. Когда выбираете ган, вам не нужно каждый раз брать это холодное оружие. Проще ее оставить отключенной. Оружие ближнего боя по умолчанию. Мачете, кинжал, опять же, зависит. Кому-то нравится больше мачете, кому-то кинжал. Хотите больше дамаг, меньше расстояние — кинжал. Больше расстояние, меньше дамаг — мачете. Пожалуйста. Способ прерывания перезарядки. Огнем, перезарядкой либо смешанным. Игра позволяет нам во время перезарядки отменить ее. Причем 3 способами. Огнем, то есть мы начинаем перезарядку, видим врага, нажимаем на стрельбу, перезарядка отменяется, можем стрелять. Либо же перезарядкой, то есть делаем двойной тап, перезарядка отменяется. Либо же смешанный. Рекомендую либо огнем, либо смешанный, потому что это даст вам, во-первых, вариативность. Если увидите врага, вы, вероятнее всего, машинально нажимаете на стрельбу. Это прерывает перезарядку, это полезно, всегда имейте это. И смешанный позволит вам также 2 раза просто нажимать на перезарядку, если хотите отменить ее, там, дальше уже сами разберетесь. Автопрыжок. Отключить, он бесполезен. Касание экрана для отметки местоположения. Отключить, бесполезно абсолютно. Гироскоп — это база, основа нашей игры. Объясняю, почему как минимум его всегда нужно включить и хотя бы попробовать. Фактически, для кого-то, может, это станет открытием. Игроки в мобильном PUBG в большинстве своем используют гироскоп для прицеливания. Показываю. Игрок не использует палец, чтобы вращать сенсу. В большинстве своем для прицеливания, для контроля отдачи мы используем гироскоп. То есть фактически мы вращаем телефон в плоскостях, и это позволяет нам прицеливаться, как сейчас вы видите на экране. Это очень удобная функция. И почему гироскоп лучше, чем просто нажатие пальцем? Представьте ваш телефон. Ваш палец затрагивает лишь небольшую область телефона, которая управляет сенсой. Это мало, неудобно, и особенно когда у вас, представьте, огромный мир, да, как PUBG Mobile, огромная игровая карта, вам нужно очень точно прицелиться на большие расстояния, это неудобно. На помощь приходит гироскоп. Он дает нам возможность взаимодействовать с окружающим нами миром, чтобы нацеливаться на врагов и жестко ставить им 2 в голову.
Таким образом, эту функцию обязательно включить. Чуть подробнее о ней я расскажу далее. Итак, переходим к графике. Что мы видим здесь? Сначала выбираем, конечно же, режим битвы. Это ваша графика в непосредственно матче. Для киберспортивной игры я рекомендую ставить минимальную графику с максимальной частотой кадров. Это позволит увеличить производительность вашей игры. И тем самым вам просто будет проще играть, проще в файтах. Все будет очень просто для вас. Фактически кадры в секунду позволят вам быстрее видеть врага, быстрее реагировать на его движения и побеждать в больших файтах. Стиль игры. Фактически графический пресет. Тут на ваше усмотрение. Я рекомендую насыщенный. Он больше выделяет силуэты, проще помогает вам ориентироваться в пространстве. Сглаживание. Вкусовщина. Для производительности можете его отключить, если у вас там более какой-то слабый девайс. Рекомендую отключать сглаживание. Будет такая, скажем так, лесенка в игре из текстур. Ничего страшного, к этому можно привыкнуть. Где-то это даже помогает. Если же у вас все четко в плане компетитива, 2х сглаживания можете спокойно ставить, это не очень сильно нагружает. Плюс сглаживают текстуры, они становятся более приятными. Кому-то это может даже меньше резать глаза. Очень удобно. Режим цветовой слепоты. Тут как бы на ваше усмотрение, кому-то это необходимо, кому-то чисто вкусовщина, поэтому обязательно попробуйте эту функцию. Яркость. Я ставлю максимальную яркость, чтобы проще было спотать врагов, машины и так далее. Это просто улучшает возможность видеть врагов. Нестандартные экраны. Опять же, зависит от вашего телефона. Тут все довольно понятно написано. Для экранов с вырезом, для экранов с отверстием под камеру. Все, что вашей душе угодно. Ставите то, что вам нужно. Опять же, это двигает лишь кнопки на экране в зависимости от вашего телефона. Автонастройка графики. Эту функцию важно отключить, потому что игра может, по сути, увидеть, что телефон ваш перегревается, и понизить графику. Для компетитив геймплея это очень важно, чтобы кадры в секунду оставались на максимальной позиции, и поэтому эту функцию мы отключаем. Переходим в раздел «Эффекты». Это тут у нас просто цвет попаданий, фактически цвет крови у врага. Тут кому что удобно. Зеленое, красное, желтое, как бы что больше подходит вам, что ваш глаз лучше распознает. Аудио. Я использую высокие настройки звука, также есть ультра и низкие. Особой разницы в них я не вижу, чисто какие-то ваши эстетические, преимущества никакого ничего не дает. Вы используете на свой вкус. Также звук настраиваете под себя. Мы переходим к настройке управления, к настройке наших кнопок, и тут сразу нас встречает 3 пресета. Первый вид управления позволяет вам нажать пальцем в любой левой области, и вы начнете двигаться. Люди делятся пополам примерно. 50% используют первый вид, который позволяет вам нажать в любом месте, и джойстик будет появляться в любом месте, где вы нажали. Также 50% игроков остальные используют третий пресет, который фиксирует джойстик в одном месте, и вы, соответственно, знаете, где он стоит, куда вам нажать пальцем, чтобы начать двигаться в том или ином направлении. Принципиальная разница заключается в том, что при первом пресете, чтобы начать движение, вам нужно поставить палец на экран и провести его в направлении, куда двигаться. При третьем же пресете вы можете сразу нажать на край джойстика, и таким образом вы начнете движение в сторону. Третий пресет, на мой взгляд, имеет небольшое преимущество в том, что фактически у вас сокращается вот это время между нажатием и движением. Я рекомендую использовать третий пресет, но кто-то использует первый. У всех игроков разные причуды, поэтому оставлю это на ваше усмотрение. Открываю раскладку. Выглядит она примерно таким образом. Объясню вкратце, почему именно 5 пальцев. В игре есть 5 основных функций, которые, вероятнее всего, вам нужно будет использовать одновременно. Стрельба, приседание, движение джойстиком, использование вашей сенсы пальцем и наклоны, и прицеливание. Это 5 движений, которые обязательно вы должны уметь нажимать одновременно для комфортной игры. Почему я назвал наклоны и сенсу в одном месте? Потому что, нажимая на наклон, вы также можете использовать сенсу и, по сути, управлять сенсой, находясь в наклоне в ту или иную сторону. Это очень важно. Мою раскладку вы видите на экране. Также вы увидите, как я держу телефон в руках, как я им управляю. Надеюсь, это будет для вас полезно. Переходим к настройкам транспорта. Настройки управления транспортом. Тут люди, опять же, делятся на 2 типа.
Кто-то управляет транспорт стрелочками. Это, по сути, аналог каких-то ПК-игр, где вы там ASD используете, либо же сами стрелки. Однако игра предлагает другой вариант. Игра предлагает вариант с джойстиком. В чем принципиальная разница джойстика и стрелок? Фактически, используя стрелки, нажимая, допустим, стрелку вправо, игра считывает это таким образом, что вы хотите повернуть ваши колеса максимально вправо, и тут вы регулируете угол движения, угол поворота, лишь временем нажатия на вашу стрелку. Однако, если поставить движение джойстиком, то вы можете, нажимая на джойстик на нужный угол, вы будете поворачивать лишь на необходимый угол. Условно, нажимая на 5 градусов, вы будете поворачивать всегда только на 5 градусов. На мой взгляд, функция управления джойстиком дает вам больше мобильности, больше возможностей для каких-то более точных поворотов, проезда в какие-то узкие пространства. Управление стрелками этой возможности не имеет. То есть вам нужно пытаться постоянно нажимать вот в определенный тайминг, чтобы поворачивать в определенный угол. Это не всегда будет точно. Рекомендую всем использовать джойстик. Также немаловажно, советую всем новичкам, даже некоторым профессионалам переносить показатель вашего бензина в какое-то более видимое место, потому что по дефолту оно стоит в левом нижнем углу, это неудобно, вы закрываете там обзор себе пальцами, рукой. Перенеся куда-то в более видимое место, всегда будет удобно следить за бензином, никогда не будет такой ситуации, что вы остались без него в критически важный момент. И вот мы плавно перешли к сенсе. Сенса строится от того, какие цели вы перед собой ставите, что вы хотите улучшить в своей игре, что вы хотите дать своей команде. Исходя из этого, вам нужно приступать к настройке. Объясняю, как именно это работает. Чем ниже сенса, тем точнее ваша стрельба. Точнее ваша стрельба по стоячим целям, в какие-то узкие помещения, то есть условно вы видите врага на большом расстоянии в окне. Человек с низкой сенсой более вероятно попадет в все шоты, нежели человек с высокой. Но есть большой минус у низкой сенсы. Вы будете страдать при стрельбе по движущимся целям, по машинам, по людям, которые бегут по склону. В клоус-файте, да, если у вас человек бегает перед вами, прыгает, очень будет тяжело навестись. Золотой середины я бы сказал нет. То есть вам всегда придется чем-то жертвовать. Тут нужно просто понять, что вы хотите дать своей команде, чего ей не хватает, может как-то договориться внутри команды, выделить какие-то роли. Вы можете поставить что-то среднее, но вы, вероятнее всего, будете не очень хороши и в том, и в том. Мои настройки чувствительности выглядят таким образом. Я сфокусирован больше на точной стрельбе, стоячих целях, я больше по стилю своей игры каверю, поэтому мне важно дать возможность моим тиммейтам подъехать к врагу, начать какой-то close fight, чтобы они сделали это безопасно, чтобы если пикнул меня каверящий игрок, я мог спокойно его нокнуть, и мои тиммейты могли начать удобный файт для нас. То есть чувствительность сенсы выглядит таким образом, чувствительность гироскопа выглядит таким. Скажу сразу, показатель гироскопа третьего лица выше 300 — это уже довольно большая сенса, ниже 300 — это, соответственно, низкая. То есть вы можете ориентироваться от этого. Важно сенсу настраивать под себя, под свой телефон, под свои движения. Это все поможет вам в будущем очень сильно. Когда мы говорим про стрельбу и гироскоп, важно учесть, что решает не только сама сенса, решает также ваша эргономика, положение вашего тела в пространстве. Таким образом, нужно понимать, что если ваши локти упираются во что-то, да, вот, допустим, ваши локти стоят на коленях. Если вы захотите стрелять по машине, которая едет горизонтально, вы не сможете совершить идеальное горизонтальное движение, так как ваши локти уперты. Вы сможете вращать телефон только вот таким образом. Чем это плохо? Это плохо тем, что вы банально не видите свой телефон, то есть вам как-то нужно, вращаться самому, это уже неудобно. Если же вы поднимаете руки, или если у вас вот такой вот стул, который двигается, да, все становится намного проще. Вы можете совершать идеальное горизонтальное движение, фактически делая вот так. Ваш телефон находится в одной оси Y, но его ось X меняется. Таким образом, трекинг ваш становится намного проще. Я знаю там одного игрока, моего бывшего тиммейта, он буквально клал одну ногу на ногу, а второй ногой вращал себя в пространстве. То есть он даже ничего не делал телефоном, он просто вращался в пространстве. Пробуйте, и уверен, у вас все получится. Если вы фокусируетесь на точности, иногда положение с локтями, упертыми во что-то, даст вам больше стабильности при стрельбе. Обязательно учтите это.
Переходим к настройкам автоподбора. Я оставляю эту функцию включенной, потому что считаю очень важным уметь фокусироваться на игре, пока ты лутаешься. Включенная функция автоподбора позволит вам даже не обращать внимания на то, что вы лутаете, так как вы заранее выставите необходимый вам лут. Однако, если вам все-таки понадобится что-то, сами нажмете просто пальцем и потратите на это минимальное количество времени. Многие игроки ее отключают, боясь подобрать что-то не то, но вы можете всегда просто скрыть этот список, ничего не того вы не подберете. Автоподбор рюкзака 3-го уровня. Включаем, 3-й рюкзак нам всегда нужен. Если что, критическая ситуация, если вы не хотите, чтобы он торчал из травы, просто скидываете его. Автоподбор прицелов. Включаем, прицелы важны. Можете даже не спрашивать тиммейтов, просто закидывайте их в тачку. Кому надо, те возьмут. Отключить автоподбор выброшенных прицелов. Включаем, выбросили ненужный прицел, он больше не подбирается. Удобно. Приоритет сбора магазина. Увеличенный, быстросъемный по умолчанию. Кому как нравится, я использую увеличенный, чтобы было больше патронов в магазине, больше возможности пострелять по врагу. Супер. Перезарядка — это уже не так важно. Автоподбор пистолетов. Отключаю. Пистолеты можно подобрать рукой, не обязательно это оставлять на автоподбор. Автоподбор боковых прицелов. Боковые прицелы не используются, поэтому отключаем. Отмена автоподбора при свернутом списке. Эту функцию обязательно включить. Почему? Потому что мы знаем, что у нас будет файт, нам не нужно лутаться, закрыли список лута, соответственно, ничего не подбирается, ваш персонаж не будет нагибаться, подбирать, просто фокусируемся на игре. Приоритет подбора холодного оружия. Сковорода, кинжал, мачете. Сковорода имеет самый большой дамаг, также дефает вас от каких-то пуль, подбираем всегда ее. Далее переходим к настройкам подбора, непосредственно относительно каждого гана, вся утила, гранаты, все что угодно, прицелы. Тут важно сделать что? Либо найти в интернете, либо сделать самому небольшую таблицу лута. И вносите туда показатели веса каждого необходимого лута. Пятерки, гранаты, утила, все, что вам нужно, все вносите в эту таблицу. Уверен, если вы потратите немного времени на это очень облегчит вам жизнь. Внесли показатели, потом смотрите, сколько вы можете взять относительно вместимости каждого рюкзака. Выставляете эти значения, все, готова ваша настройка всего, что вам нужно на ближайшие несколько лет, как минимум. Поздравляю. Перекрестие. Важно понимать, что цвет перекрестия должен контрастировать с цветом окружающей среды. Условно, вы играете Мирамар, карта песочная, прицел у вас желтый. Вам будет тяжело видеть прицел относительно, соответственно, карты, рельефов, и так далее. Также важно понимать, что когда вы смотрите в небо обычно синее. Синий прицел тоже будет очень тяжело использовать. Если, допустим, у вас какой-то файт с переменной высоты, враг выше, вы смотрите на него, там небо, можно просто потерять прицел на фоне неба. Поэтому рекомендую какие-то такие розовые, красные цвета, их на карте очень мало. Можно использовать реже зеленый, но он может сочетаться с травой. Травы на самом деле на картах не прям много, она не прям зеленая, поэтому можно использовать. Пробуйте, возможно, что-то вам будет видно лучше, что-то хуже, какие-то прицелы ярче, какие-то менее яркие. Пробуйте, используйте на здоровье. На точке я использую непосредственно точку. Ее очень просто увидеть. Она не занимает много места, ничего не перекрывает. На мой взгляд, самый удобный вид коллиматорного прицела. Дальше чисто вкусовщина. 2х, 3х, по цветам ставите как вам удобно. Также немаловажно сказать про девайсы. Я считаю, что для комфортной игры стабильных 60 FPS будет достаточно, даже на бюджетных телефонах. Однако многие игроки гонятся за увеличением FPS, используют сторонние программы, которые запрещены в PUBG Mobile. Использование GFX Tool и подобных третьесторонних приложений может банально привести к бану аккаунта. И по сути, игрокам остается довольствоваться настройком внутриигровым для увеличения FPS. Настроек тут всего две. Это банальное понижение графики, увеличение частоты смены кадров, а также сглаживание. Сглаживание влияет меньше всего, лучше отключайте его на бюджетных устройствах. Старайтесь графику всегда оставлять на плавно, FPS всегда максимальным. Это очень простая формула, которая поможет всем. Итак, сегодня мы с вами разобрали все настройки. Надеюсь, вам это было очень полезно и пригодится вам в будущем. Спасибо большое, что смотрели. Ждите новых роликов. Болейте за Team Spirit. Всем пока!